Всем доброй ночи. Я Гису не случайно снимаю. Ой, только проснулась. Я хочу дать вам очень дельный совет. Это вам пригодится не раз в жизни. Во-первых, хочу вам сказать, что люди, которые защищают животных, они всегда могут рассчитывать на помощь мироздания, матери природы. Если вы помогаете бездомным животным, защищаете, многие люди не понимают, для чего это надо. Во-первых, потому что ты человек, ты не можешь проходить безразлично, когда рядом мучается живое создание. Во-вторых, люди, которые помогают живым существам, они усиливают свой род и собирают, если так грубо говоря, бонусы для себя в тех измерениях, куда уйдут после жизни. И заметьте, люди, которые любят животных, они до старости красиво выглядят. Моложе своих лет выглядят эти люди, как правило. У них получается и карьера, у них получается все, что они хотят. Гиса тут занимается бесстыжими делами. Гиса, ты мне портишь весь пейзаж. Ой, вот твоя шерсть надо убрать завтра опять. Так вот, о чем мы с вами говорили. Кошка есть кошка, ничего тут не сделаешь. Так вот, на фоне другой кошки снимем, Басты или Бастет. Так вот, а те люди, которые мучают животных или не заботятся о своих питомцах, таких тоже немало. Это вымирающий род. Постепенно спиваются люди в тюрьмах, в ссылках, еще где-нибудь могут сгинуть. И, скорее всего, так и случается. Почему? Издревле считалось, что вообще живые существа – это пришельцы из других планет, что их дали человеку не случайно. Они оказались в этом мире, и каждый из них выполняет свою функцию. Сегодня мы с вами поговорим немного о кошках. Я выставляла несколько ритуалов, как отмолить себя от кошачьей ярости, проклятия кошки. Это тем, кто мучает животных и мучил в детстве. Помощь через питомца – это с собакой связано. Каким образом провести? Откройте, посмотрите. Сегодня я вас научу очень такой нужной вещи, нужному делу. Друзья мои, кошки, они вообще считаются необычными созданиями. Считается, что они живут между мирами, Навью и Явью, что кошки могут нажаловаться на нас, и за жестокое отношение к кошке хозяин может поплатиться многим, а то и жизнью. А за ласковое отношение к кошке может быть поощрен самой матерью природой. Кошки в нашей жизни не случайны. Они появляются в нашей жизни в трудные минуты. Если вы сейчас сядете и подумаете, вспомните кошки, которые на вашем пути встречались, обычно в очень тяжелый момент, период вашей жизни, они помогли вам пережить этот период. Кошки распознают болезни у хозяев. Много раз так было, например, кошка все время ложится на грудь и пытается как будто оттуда что-то вытащить, вырвать. Потом оказывается, что у женщины проблема с грудью, не буду называть эту болезнь.
иные различные моменты, когда кошка приходит на помощь. Кошка может отдать свою жизнь за вас. Например, бывали такие случаи, когда внезапно кошка прыгнула с окна. Такое бывает. Хотя она очень разумна, поэтому прыгать просто так с окна не станет. Но прыгает кошка, и внезапно выздоравливает в семье смертельно больной человек. Перед уходом своим в вечный мир кошка начинает прощаться, и хозяева это чувствуют, начинает смотреть в глаза. Если очень старая кошка внезапно начинает мяукать, хотя давно не мяукала, как бы прощальное слово говорит. И они уходят из дома и умирают. Ну, если это не домашние, конечно, сельские, там, деревенские кошки, они, как правило, умирают подальше от дома. Потом их находят на каких-то, таких возвышенностях, на холмиках. Они умирают так, чтобы их нашли, похоронили, но подальше от дома. Уводят смерть от дома. Потом вы наверняка знаете, что кошки видят параллельные миры, поэтому кошки предупреждают о нехороших, скажем, о темных злых духах, которые дома находятся. Ну и еще они первые помощники домового, поэтому если кошка ладит с домовым, то в доме мир и спокойствие. Так вот, поймали мы все-таки Гису. Кисань, сюда смотри. Кс-кс-кс. Почему кошка приходит к вам спать? Кошка приходит к вам спать не случайно. Кошки чувствуют ваше состояние, когда у вас в жизни начинаются проблематичные такие времена. И именно в это время кошка начинает с вами ночевать. Замечали это? Вот какие-то трудности, проблемы, болезни. Во-первых, дыхание кошки, вот эта вибрация, мурчание, она успокаивает, дает некую такую энергию и улучшает сон человека. Во-вторых, кошка ложится на проблемное место, на больное место. Если сердце болит у человека, ложится на грудь. Если с желудком проблемы, на живот ложится, на ноги ложится, греет и как бы вытягивает эту болезнь. Но есть еще один аспект. Поскольку кошка проводник, и поскольку у кошки необычный сон, во сне кошка становится совершенно иным созданием. Она разумна, она в нашем мире, пока живет с нами, конечно, разговаривать не может, но она все впитывает и понимает. И когда кошка спит, считалось издревле, ее душа поднимается к силам мироздания, и кошка начинает просить за своего хозяина. И в этот момент передают вам оттуда послание. И вот когда кошка ложится с вами спать и уже засыпает, уже начинает сопеть, вы понимаете, что она уже в глубоком сне, у вас есть возможность через разум кошки передать послание, просьбу силам мироздания, и вы обязательно получите ответ. Получите ответ либо через сон, либо через идею, либо через людей, через какие-то происходящие вокруг процессы. Но вам ответят. Для начала постарайтесь, чтобы в такие трудные минуты вашей жизни она и так придет с вами спать, но быть поласкивее с кошкой, чтобы она захотела с вами поспать, лечь рядом. И когда рядом кошка ложится, начинает засыпать, гладите кошку, успокаивайте, и она засыпает. И вот тогда начинаете тихонько, шепотом разговаривать с кошкой и просить. Можете с кошкой говорить, можете просить через нее. Здесь не нужен особый заговор, ритуал, потому что вы не будете сидеть, точнее, лежать и начитывать. Но я просто учу вас этой технологии. Вы начинаете просить через кошку. Там мой барсик, ну, если у вас кот, или моя там такая-то киса. Вот, я хочу попросить твоей помощи. Или услышьте меня силой через мою кошку
и помогите мне четко и ясно говорите, что у вас за проблема. Они знают, но вы должны сказать. Потому что я уже вам говорила, что силы демократичны. То есть они, у них есть такой закон внегласный, но такой четкий закон Вселенной. Они не будут вмешиваться в нашу жизнь, пока мы не попросим. В редких случаях могут вмешаться, это сила рода, это если нам еще рано уйти, они должны нам помочь и спасти от ранней смерти, потому что у нас еще не все дела закончены на этом свете. Это другой вопрос. Но в тех проблемах, трудностях, которые нам нужно решить, силы вмешаются только тогда, когда мы попросим. Мы даем тем самым добро, мы позволяем им вмешиваться в нашу жизнь, потому что во Вселенной свои законы. И там строго-настрого запрещено войти в мир людей. Вы думаете, для чего мы вызываем духов? Почему они сами не придут и с нами не поговорят? Но мы же хотели, вот они услышали, что мы хотим с ними говорить, пусть сами приходят. Нет, мы должны открыть эти порталы, мы должны говорить о том, что мы хотим. Так вот, когда кошка засыпает, вот как раз про порталы, открываются эти самые порталы. Кошка выходит из своего тела, как и мы во время сна, но у кошек особая связь с мирозданием. Кошка выходит из своего пушистого тела, душа кошки, и начинает, то есть превращается, перевоплощается совершенно в иное нечто, в разумное создание. И кошка уже становится такой частью духовного мира. Значит, в этот момент, когда открывается портал рядом со спящей кошкой, значит, душа кошки уже вышла из тела и слышит нас. И находится в этом астральном пространстве, и уже этот портал открылся. Вот через этот портал, когда вы просите, у вас сбываются ваши просьбы, вас слышат. Почему раньше говорили, что... Ну и вообще, почему рекомендуется сильные работы проводить тогда, когда тишина, все спят ночью, обычно там глубокой ночью или там например, с 12, да, с 00:00 до 3. На самом деле все очень просто объясняется, потому что в это время все спят. В доме обычно все спят. И в этом сонном состоянии при открытых порталах космос свободен, и ваша просьба доходит намного быстрее, чем в обычное время. Вот поэтому в темное время суток, а некоторые ритуалы именно строго ночью, прям в полночь или чуть больше, чуть дальше полночи нужно проводить. Именно по этой причине, чтобы во время сна вот души наших питомцев вышли, и они уже в астральных мирах, и легче и быстрее получаются наши работы. Итак, если кошка ваша капризничает, не хочет прийти к вам, подойдите сами туда, где ваша кошка спит. Не трогайте, не гладьте, дайте спать. Но, стоя рядом, попросите то, что вы хотели бы передать силам мироздания. Сначала вам это покажется нелепой, подумайте, кто-нибудь услышит, там не так подумает. Потом все это выйдет. Некоторые люди могут и заплакать, потому что тяжело на душе. Мало ли что, преследует вас, бесконечные тяжбы судебные, бывшие не дают житья, все что угодно. Во время сна, ночного сна вашей кошки, открывается портал, и вы можете попросить о помощи. Когда кошка рядом с вами спит, если вы заметили, у вас более яркие сны, необычные. Потому что кошка, она передает вот через эти невидимые волны, передает вам эту информацию. Она иная сущность. Это вам не просто какой-то питомец четвероногий, пушистый, понимаете? В ней живет совершенно иная сущность, которая неведома нам, но она материализуется в наш мир физически в виде кошки. Как и мы с вами пришли в материальный мир в виде людей, но в каждом из нас своя душа. Есть упыри, есть недочеловеки, есть нелюди, есть жестокие, скажем так, вампиризирующие духи.
Но они в виде людей. Мы все люди. Мы все человеки. Руки, ноги есть, разговариваем одинаково, работают, кто-то учится. Но в ком-то нет вообще милосердия и человечности. Их называют социопатами. Но это особый вид душ. Это упыри. Кто-то психопат. Это тоже упыри, но более такого страшного типа упыри. Уж не знаешь, который из них страшнее. Но мы же все как люди выглядим, правда? Но наш внутренний мир, духовный мир, никто не знает, кроме нас. Даже мы до конца не знаем. Точно так же и кошка. Ее душа, ее внутренняя сущность, когда выходит наружу, и в это время открывается портал, вам предоставляется такая уникальная возможность связаться с... Ой, Гиса моя опять пришла. С силами мироздания. Ой, Гиса, ну ты... А, нет, это другая Гиса уже. Рыжая. Рыжая Гиса по имени Рыжик. Так вот, дорогие друзья, концентрируйтесь. Отпустите все ненужные мысли. И когда ваша кошка приходит, а они обычно приходят, тяжелые минуты нашей жизни рядом с нами ложатся, вот как только засыпает кошка, начинаете потихоньку шепотом просить. Не у кошки, вы не у кошки просите. Кошка проводник. А кошка открывает вам как дорогу, как портал для того, чтобы вас услышали. Вы просите у этих сил. В этот момент особенно слышно. Это не просто так сказано. Вы наверняка знаете, что есть святые дни, да, у всех религий есть святые дни какие-то. Например, насколько, да, с четверга на пятницу у мусульман зачатые дети особенные считаются, поэтому в это время супруги должны быть вместе. Есть определенные дни, в которых по разным поверьям и традициям открываются порталы. Вот, например, в исламе почему кошка считается священным животным, то есть ее не гонят из мечети, наоборот, их полно вообще. Они там ходят спокойно, их никто не обижает. Потому что когда кошка легла спать рядом с пророком Мухаммедом, он, пытаясь встать, поняв, что может разбудить кошку, значит, ножом срезал край своей одежды, чтобы кошку не разбудить. Потому что считалось, что кошка проводник, кошка передает наши мысли, кошка говорит о нас потом, свидетельствует, насколько мы были хорошие или плохие. Привередливая кошка, но во многом справедливое животное. То есть она относится к вам так же, как и вы к ней. Итак, попробуйте проводить вот эту практику несколько дней подряд. И посмотрите на результат. Вам будут приходить внезапные мысли, идеи, решения проблем. Такие оригинальные, о которых вы раньше не думали. Вот сразу как-то вам придет это. А вот что можно сделать? Либо через людей, но вас услышат очень быстро. Сейчас я не советую тем, у кого нет кошек, ловить всех подряд кошек, тащить домой. Но на будущее имейте в виду, знайте, что через кошку мы можем передавать свои послания и просить. У собак другое предназначение. Через них тоже можно просить, но это совсем иное. И я об этом рассказывала, там через питомца попросить. Сегодня мы с вами говорим о кошках. Когда кошка ночью засыпает, рядом с этой кошкой открывается определенный портал. И силы концентрируется, энергия спускается, она концентрируется и раскрывается по всей своей силе и мощи. И в это время скажите то, что вы хотите, какую проблему вам нужно решить. Попросите, молите, как хотите. Просите эти силы о помощи. И сделайте это несколько дней кряду, чтобы уж наверняка пробить эту стену. И решение вашей проблемы придет внезапно. Только учтите, что вы должны концентрироваться на одной проблеме для начала, чтобы не распыляться, знаете, не отдавать свою энергию на разные русла. Одну проблему сначала решайте, а потом просите еще
когда вам нужно будет. Это не панацея от всех бед, но в самый тяжелый момент вашей жизни вот ваш пушистый друг, как там, грубо говоря, через своих связей и знакомых вам поможет. Я надеюсь, что это вам пригодится, и вы воспользуетесь этой возможностью, и у вас решится определенная проблема или беда, которая вас долго мучила. Желаю вам удачи.